Всем здорово, с вами Смит. Сегодня погрузимся в лор игры Тарков. Он большой, по нему есть маленький сериал, а также есть книги. И если вы не любите читать, то можно и аудиокниги послушать. Но сейчас не об этом, так что давайте поговорим о Таркове. Кстати, это город, если что. И у него есть свой собственный герб. Вся инфа о нем нужна как минимум для того, чтобы понимать, о чем я говорю. А как максимум понимать, почему так произошло. Там очень интересно, так что пристегиваемся и айда погружаться в лор игры Escape from Tarkov. Сразу предупреждаю, все действия игры происходят в альтернативной реальности, но примерно в наши года. Кстати, о летописи Таркова чуть дальше. Все началось со строительства магистрали международного газопровода «Северный поток» на стыке Ленинградской и Мурманской областей, вдоль границы с Финляндией. Постановлением властей Российской Федерации был создан новый субъект – Нарвинская область. Она сразу получила статус особой экономической зоны с льготным налогообложением, призванная привлечь иностранные инвестиции. Забегая наперед, скажу, что это было зря. Нужно это было для того, чтобы сделать эту зону аналогом Сколково, только не в научной, а в финансово-экономической сфере. Центрами региона стали два небольших, но ультрасовременных города, построенные в кратчайшие сроки: Тарков по трассе Е18 и Нарвинск по трассе А123. Оба города связывал между собой удобный скоростной мост, пролегавший через участок Финского залива. Кстати, трассы назвал я не просто так. Мы по ним установим, где находятся города на настоящей карте. Из вышесказанного следует, что Нарвинск отстроили по трассе А123 Зеленогорск, Приморск, Выборг, то есть с южной стороны Выборгского залива. А сам Тарков расположен неподалеку, соединенным мостом, по трассе Е18, Санкт-Петербург, Финляндия. Примерно вот тут. Пока лазил по картам, увидел, что примерно на этих же координатах есть река под названием Тархановка. Может, кто-то из разработчиков жил там рядом и решил назвать в честь нее игру? Ну, правда, немного перефразировав, но упустим этот момент. И вот мы подошли к самому интересному. К тому, из-за чего все это произошло. План по развитию региона сработал. Даже лучше, чем предполагали. В регион пришла крупная корпорация Terra Group. А если быть точнее, то филиал под названием Terra Group Labs, который выполнял контракты от правительства региона в сфере сельского хозяйства и развития добывающей промышленности. Но все же мы знаем эти корпорации зла, что в The Cycle, что тут, они до добра не доводят. Кстати, если вы не видели разбор лора по The Cycle, то можете перейти по подсказке сверху справа. Началось все с маленькой по сумме, но не маленькой по значению взятки мэра. Весной 2009 года Волковым было издано постановление о продаже химического комбината номер 16 и передаче его компании Terra Group Labs. А после и еще одного участка рядом с заводом. Допустим, участок с заводом был продан всего лишь за 570 тысяч рублей, что составило 1,8% от его кадастровой стоимости. На этом он не остановился, и в сумме с 2009 по 2010 года незаконно было издано 5 постановлений об отчуждении земельных участков города в пользу компании Terra Group Labs. В итоге Волковым был нанесен ущерб в сумме более 100 миллионов рублей, после чего уже на бывшего мэра были заведены уголовные дела, которые контролировала областная прокуратура. И оказалось, что эти участки были лишь семенем, которое вскоре вырастет в кое-что неприятное для правительства Российской Федерации. Так как Terra Group Lab засветилась в коррупционной схеме, хоть и легально по документам, но ее все-таки проверили. И оказалось, что через сеть подставных и дочерних контор протянула руки куда глубже. Из-за вскрывшихся многочисленных нарушений законов было возбуждено уголовное дело. С этого момента будут даты, но вы можете их не запоминать, действия идут в хронологическом порядке. Я постарался. Все действия будут происходить в 2011 году, так что буду называть только день и месяц. 13 июля. Следовательная группа Российской Федерации была не допущена к объектам Terra Group Labs службой безопасности ЧВК ЮСЕК. Хотя на это были ордеры, но они отказали. Все дело в том самом договоре, который был
заключен мэром. Условия их контракта не относятся к законам страны пробивания, а регламентируются международным правом. Так что постановление российского суда было ничто для них. 5 августа суд выдал постановление об аресте имущества Terra Group Labs на территории Российской Федерации. Прокуратура выдвинулась в офис компании для наложения ареста, но те отказали, даже не дав войти в здание. Сотрудники вызвали наряд ОМОН и 2 отряда ГБР. Между охранной компанией и оперативниками завязалась перестрелка, длившаяся более 45 минут, в которой все оперативники погибли. На минуточку это 21 опер и 18 следаков, а машину прокуроров расстреляли с гранатомета с верхних этажей здания. Спустя пару часов здание было подорвано путем дистанционного взрыва. В ходе пожара все документы были утеряны, а также тела погибших. Так что потери со стороны корпорации не установлены. Официальная численность сотрудников Terra Group Labs 652 человека без учета семей. Из них примерно 80, возможно, самых важных в компании, с неизвестным количеством груза, документов и прочего ценного имущества всего лишь через час покинули Нарвинскую область на сухогрузе. Попытка остановить его в территориальных водах РФ успехом не увенчалась. Пограничники сделали предупредительный выстрел, а после чего и выстрел на поражение. Но корабль успел выйти из территориальных вод РФ и уплыл. С 8 августа начались аресты сотрудников Terra Group Labs. Задержаны 211 человек. Позже выяснилось, что большая часть сотрудников скрывалась на незарегистрированных военных объектах региона. Их охраняли ЮСЕК. Они убивали свидетелей, запугивали следствие. Короче, там целый список неправомерных действий. 9 августа. Тот самый сухогруз, который отошел с 80 сотрудниками, причалил в датском порту Кёге. Пассажиры покинули судно, и их встречали тонированные микроавтобусы Mercedes. Дальнейшая их судьба неизвестна. 15 августа. Сухогруз после ремонта отплыл в направлении Исландии, но в районе Фарерских островов подал сигнал СОС, после чего и члены экипажа, и судно исчезли. Скорее всего, там были секретные данные, которые смогли унести. В этот же день Terra Group Labs подала иск в ООН с требованием отмены ареста, освобождения сотрудников и так далее. ООН одобрила иск, но РФ на это не пошло. Ситуация продолжила накаляться. И 21 августа Совет Безопасности ООН издал постановление о вводе миротворческих войск. На следующий день правительство РФ официально заявило о том, что внутренние войска покинут свои позиции только после передачи их контингенту ООН в присутствии представителей Международной комиссии и следователей прокуратуры РФ. 28 августа в порту, когда миротворцы принимали позиции от ВВС РФ, группа неустановленных лиц спровоцировала перестрелку между синими касками и войсками РФ. Потери были с обеих сторон, а ситуация накалилась до красна. В регион ввели еще больше миротворческих войск, а российские войска отправились на базу. 17 сентября в Кабо-Верде была зарегистрирована всеми знакомая компания БР, в состав которой вошли уволенные в запас ветераны спецподразделений ВС РФ и стран СНГ. Ей была поставлена задача найти и вскрыть все замаскированные объекты Terra Group Labs любыми способами, в том числе и силовыми, найти документы или вещественные доказательства противоправной деятельности иностранной компании против населения региона или против РФ в целом. Отлично! Вот мы и узнали предысторию событий. Теперь узнаем о ЧВК. А БР говорит, смысла нет, большой предыстории о фирме нет, просто частная военная компания, которая на самом деле полностью принадлежит правительству РФ. И была создана с одной лишь целью – найти улики. А вот с ЮСЕК куда интереснее. Все буду говорить максимально кратко. Я и так пропускаю куски истории, чтобы ролик не затянулся на час. Так вот, жил-был такой мужичок, Брайан Керниган. По наследству ему досталась транспортная компания отца, и он продолжил вести его бизнес. Перевозил грузы через мексиканскую границу по опасным районам. Так как это опасные районы, на машины нападали, а то и вообще они терялись. Мужик нанял вооруженную охрану, а после чего понял, что лучше заиметь собственную. Закупил броневики, остальную технику, нанял людей. Бизнес попер в гору, но не от перевозки грузов, а от услуг сопровождения.
Однако у него не было опыта в управлении военными, так что он выкупает конкурента, и у него появляются хорошие командиры. Дальше бизнес шел только вперед. Он расширялся, в том числе и на водные просторы. Начали пробовать сопровождать сухогрузы, бывали в Сирии, в общем, удачная кампания. Ей стали прилетать контракты от британского правительства, и уже вскоре USEC заинтересовался Пентагон. В 2004 году та самая Terra Group заключает договор с ЧВК USEC, и она становится по сути личной гвардией компании. 7500 людей. Именно столько людей в USEC. А на территории РФ от 500 до 1000 человек. Между прочим, это в 2,5 раза больше, чем армия Ямайки. А сейчас я прерву рассказ буквально на 20 секунд. Если вы посмотрели больше, чем пол ролика, то, наверное, такой контент вам заходит. Мне тоже нравится рассказывать об играх. Мы нашли друг друга. Так что влепите лайк и оформите подписку на канал. Это поможет развитию. А также оставьте комментарии, так как они меня заряжают на прогресс качества видео, а тут есть куда расти. Жаль, что у меня нет команды, и я делаю все один. Идея ролика, озвучка, монтаж, превью. Тут остается только мотивация. А комментарии — это лучшая мотивация. Так что, если хочешь еще, то дело за тобой. И третья сторона, куда более обширнее и сложнее, чем две предыдущие. И это дикие. Сюда можно запихнуть и отступников, если что, это отрекшиеся ЧВК USEC, сектанты, решала, килла, глухарь, штурман, санитар и так далее. Про них, кстати, в лоре Таркова также есть упоминания. Допустим, был такой типок по кличке Ярик, который родился в Ростове, несколько раз сидел, от него ушла жена, и он уехал в Тарков начинать новую жизнь и даже устроился на стройку. Но из-за событий, которые произошли, он так и не смог этого сделать. Начать новую жизнь. Сначала его опознали на камерах при нападении на участок полиции, но ему это показалось мало. Он организовал и скоординировал налет нескольких банд диких на базу ОМОНа. А также Ярик, возможно, устроил заварушку при передаче поста представителям синих касок. Да-да, ту самую, из-за которой ситуация чуть ли не переросла в войну. Ох уж этот Ярик. Terra Group оккупировала некоторые места Таркова и Нарвинска, такие как военная база «Резерв» и завод. Из-за этого полиция не смогла проводить свои разыскные мероприятия без согласия с иностранными контрольными комиссиями. И логичным ответом от правительства было бы введение военного положения. А поскольку противниками в этом случае выступили бы не страны третьего мира, а ведущие державы, помимо всего прочего являющиеся еще и основными держателями ядерного и прочего стратегического оружия, то исход такой борьбы представить несложно. Именно поэтому от правительства РФ были выдвинуты не ФСБ и армия, а частная военная компания БЕР. И теперь недоброжелатели РФ не могли просто так ввести официальные войска на территорию Российской Федерации. Из вышесказанного понятно, что действующими противоборствующими силами будут частные военные компании. На противоположной стороне будут стоять ЧВК USEC, нанятая компанией Terra Group, под прикрытием силами ООН. Кстати, миротворческие силы ООН можно увидеть в лице миротворца. Именно поэтому он все в долларах выкупает. Так вот, эти миротворцы на пару с USEC прикрывают жопу Terra Group от официального расследования спецслужб РФ. Спустя 2 года с начала развития конфронтации можно сказать, что вся эта ситуация очень мало похожа на стихийное стечение обстоятельств. Скорее, это напоминает очень долго и качественно подготовленную военно-политическую провокацию. В итоге ситуация сейчас такая. Пограничники РФ перекрыли все пути выхода на запад, а единственный аэропорт, построенный под Нарвинском, находится в нерабочем состоянии. Так еще и все небо контролируется ПВО. Выходит так, что все сотрудники Terra Group Labs под охраной своей ЧВК и миротворцы оказались отрезаны от внешнего мира. Но из-за того, что в этой всей суматохе есть члены ООН, российские власти не могут решить проблему силовыми методами. Поэтому РФ берет на измор
и ждет, пока ЧВК Bear накопают неопровержимые доказательства стратегической угрозы со стороны иностранной компании. Наверное, поэтому документы, которые можно найти в игре, такие дорогие. Что касается операций, которые проходят у Bear, то у них все замечательно. Столкновения с группами ЧВК плавно перетекают в город. Был перекрыт мост, который связывает Тарков и Норвинск, тем самым исключил возможную утечку улик или эвакуацию персонала. Да и еще медведи уничтожили несколько складов, которые принадлежали иностранной компании. Если медведи будут сохранять темп, то в ближайшее время можно ожидать, что оперативники смогут деблокировать, а возможно и занять один из ключевых объектов расследования – бывший химический комбинат. Он был незаконно продан иностранной компании еще в 2009 году, а по данным расследования были установлены лаборатории. Если это произойдет, то в лапы медведей могут попасть улики, что Terror Group Lab занималась на территории РФ противозаконной деятельностью. И после этого будут воевать не группы ЧВК, а юристы, следователи и политики. А это уже можно считать за победу. Фух. Ну как вам 16-минутный ролик? Ну заслужил же я лайка. И про подписку тоже не забывайте. Жду ваши комментарии в комментариях. Какие игры вы хотите увидеть следующие? Возможно, именно ваша игра попадет в мой следующий разбор. Всем спасибо, что смотрели этот видеоролик. До скорых встреч в новых выпусках. А также другие видики на канале зацените, они тоже неплохие.